Мы поработаем с выражениями, мы поработаем с нейросетями, но при этом не переживайте, урок полностью для новичков. Хватит валяться на диване, давайте работать. Биржа Fiverr, заказ у нас на $40, плюс $50 за скорость, то есть нужно сделать быстро. Клиент сделал описание нам, здесь не очень понятное, поэтому прыгаем в переписку и дополнительные вопросы уточняем. Клиент говорит, что нужно все на прозрачном фоне, то есть нужно использовать MOV и на прозрачном фоне. Шрифт, который нужно использовать. Еще немножко общаемся с клиентом и узнаем, да, есть кое-какие изменения. Вместо 3-4 секунд, как изначально она писала, нужно у нас уже 10 секунд. Говорит у нас, да, наверное, все-таки 10 секунд. И также говорит, что нужно начать с суммы $7250. Я подрезюмировал, все материалы я скачал и подрезюмировал вот здесь, что нужно сделать. То есть наша задача сделать так, чтобы на этом телефоне был слайд вот этот. И единственное, что в этом слайде цифры, выручки, должны вот так вот набегать, то есть как одометр, как счетчик, увеличиваться с 7000 до 9000 с копейками. Супер, давайте это сделаем. Открываем After Effects. Парам-пам. 2 раза кликаем на окно Project и импортируем сначала картинку телефона. И на базе этой картинки создаем композицию. Заходим в настройки композиции. Она у нас очень большая, поэтому предлагаю ее уменьшить. 1920 на 1536. Пускай вот такие вот у нас будут размеры. Обратите внимание, что у меня здесь галочка была зажата, чтобы размеры, пропорции увеличились симметрично. Окей, теперь выбираем это изображение, Ctrl-Alt-Shift-H. Подогнали. Дальше 2 раза кликаем и экспортируем for Fiverr. Кстати, клиент здесь, по-моему, да, с ошибкой написал. For Fiverr. Короче, не очень правильно написал, но тем не менее, неважно. Экспортируем как композиция. Давайте экспортируем и как layer size. Окей. 2 раза щелкаем в эту композицию, которая у нас создалась. У нас здесь создалась папочка со слоями. И композиция. 2 раза кликаем, тоже со слоями. Наша задача вот эту сцену разместить в этот немножко как бы повернутый телефон. Окей, давайте прям так и сделаем. То есть эту композицию перетягиваем в композицию телефон. То есть получается, что вот это у нас уже прекомпозиция. И чтобы ее разместить правильным образом, не нужно ничего переводить в 3D, крутить каким-то образом странным, не нужно. У нас есть эффект для этого, который называется corner. Прошу прощения. На английском языке все вводим. Corner pin. Кидаем его на наш слой. Выбираем эффект Corner Pin. Обязательно, чтобы он был выбран. Когда мы выбираем его, то появляются вот такие вот точки, которые мы можем направить одну сюда, одну сюда, одну сюда и одну сюда. Пока грубо делаем. Вот так вот. Потом приближаемся и стараемся. У нас нету у этого телефона острых углов, то есть Corner Pin идеально работает, знаете, вот на мониторе, на телевизоре, когда есть конкретные четкие углы. Очень легко, быстро любую картинку, любое изображение, любое видео можно подогнать на отснятый заранее телефон или отснятый заранее телевизор. Здесь же у нас iPhone, у него углы немножко скругленные, но ничего страшного. Я думаю, мы, ориентируясь по вот этим вот граням, здесь и здесь, попробуем подогнать, наверное, вот так вот, раз, и вот здесь вот, таким вот образом, чтобы зеленая часть изображения айфона пропала. То же самое делаем здесь. Вот обратите внимание, я сейчас делаю так, чтобы еле-еле были видны грани здесь, и потом чуть-чуть дотягиваю, и останавливаюсь. То же самое здесь. Так вот, да, и чуть-чуть выше. Есть. Все. Таким вот образом мы разместили наш слайд на телефон. Единственное, что нужно избавиться от лишних частей. То есть вот видим острые углы тут, и пропало еще вот это вот отверстие. Dynamic Island, по-моему, называется на айфоне. Давайте это исправим. Для этого нам нужно будет создать маску. Дублируем слой с телефоном, Ctrl-D, переносим его вверх, назовем его как маска и
Давайте попробуем сделать, все это скроем, сделать черно-белую маску, да. Кидаем тинт, тинт. Он красит нашу разноцветную картинку в черно-белую. И еще нужно тут нам кривые, популярные для всех редакторов, для Photoshop, для After Effects, для Premiere, везде. Многие дизайнеры часто используют кривые. Мы тоже их будем использовать. Кидаем на маску. И задача где-то в середине схватить и потянуть вверх. Таким образом, мы говорим, все светлые участки становятся еще светлее, пока полностью не пропадут. Вот нам нужно сделать такую вот, как раз чтобы экран стал полностью белым. Отлично. Теперь давайте, здесь вот если решеточку включить, выключить, то можно избавиться либо мы видим прозрачность, либо мы не видим прозрачность. Сейчас задача избавиться от всего лишнего белого, которое не является экраном. Для этого я предлагаю загнать в рекомпозицию. Нажимаем на маска, Ctrl-Shift-C, Move All Attributes, Mask Comp. Пускай так и будет. Окей. 2 раза кликаем, заходим внутрь, после чего создаем Solid, Ctrl-Y, Make Comp Size, чтобы размер солида был под размер этой композиции. Обязательно черный цвет. Хватаем и тянем в самый угол. Окей. Теперь отключаем видимость этого слоя. Берем инструмент Pen Tool. Приближаемся. И я хочу просто так вот грубо пройтись по вот этой черной линии. Главное не заступать на белые участки, которые слева либо справа, неважно. Маска здесь не обязательно должна быть аккуратная. Главное, чтобы нигде не было нечаянных заходов. Не обязательно точка, именно может быть оно как-то там вот так вот зайдет. Этого нельзя делать. То есть нужно, чтобы мы полностью отделили белое, то есть на экране отделили от черного. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Да, если вы прервались, не дай бог, потом опять нужно продолжить, то в данном случае нужно выбрать последнюю точку, с которой вы работали, и потом продолжаете, и в конце зафиксировали. После того, как мы это зафиксировали, можем включить видимость маски. Видим, что она вырезала только не то, что нужно. Давайте сейчас классики я временно выключу. То есть мы сделали вот такое. Нет, не то, что нам нужно, поэтому заходим в параметры маски, нажимаем M на клавиатуре, и здесь выбираем Invert. Прямо напротив маски есть кнопочка Invert. Инвертировали. Включаем дальше видимость вот этой части и вот этой части. Супер. Почти получилось. Тут я еще вижу камеру, которая не должно быть видно. Мы ее тоже должны замазать черным. Берем инструмент, точно так же перо, Pen Tool, он же, либо перо, и вот так вот избавляемся. Супер. Получили вот такой вот 2 слоя здесь. А в композиции телефон у нас 1 слой. Вот он. И он полностью белый и повторяет формы экрана. Нам как раз это нужно. То есть бело-черный повторяет форму экрана. Что у нас получается? Первый слой, самый нижний, это телефон на прозрачном фоне. Второй слой — это вот наша композиция, наш слайд. И третий слой — это вот такая вот черно-белая маска. Теперь мы берем наш телефон, который находится под черно-белой маской, и в TrackMate, в выпадающем меню вот тут TrackMate, если вы его не видите, то вам нужно активировать вот эту иконочку. В выпадающем меню TrackMate выбираете маску. Не получилось, потому что у нас по умолчанию маска идет по альфе, а мы кликаем на эту иконочку и говорим «маска по люме». Таким вот образом мы вырезали. Давайте проверим, да, вроде бы все вырезали, четенько. Можем даже нажать здесь «соло», то есть сделать так, чтобы мы видели только лишь вот эту часть, и понимаем, что у нас получилась вот такая вот экран. То, что нам и нужно. Супер, первая часть работы сделана. Причем, видите, и камеру вырезали, все четенько, все классно. Теперь заходим внутрь композиции. И теперь самая интересная часть. Нужно анимировать вот этот счетчик. Смотрим, какие у нас тут слои есть. Слой 1, слой 2, слой 3. Здесь у нас цифры вместе с текстом, поэтому, думаю, их нужно отделить. Берем инструмент
rectangle и вырезаем цифры вот таким вот образом. Текст сверху пропал, цифры остались. Поэтому мы делаем дубликат этого слоя, Ctrl-D, и здесь вот внизу нажимаем Invert. Таким вот образом, нижняя часть — это у нас текст, а верхняя часть — это та, с которой мы должны работать. Давайте ее сделаем по прозрачности, нажимаем Т на клавиатуре, и по прозрачности делаем где-то процентов на 30, чтобы оно полупрозрачным было. И создадим новый слой, который текст. Текст. Напишем что угодно, пускай будут какие-то такие вот непонятные буквы. Покрасим эти буквы в красный цвет. А я нажму Ctrl-6 и Ctrl-7 на клавиатуре, чтобы появились параметры работы с текстом. Выбираю этот текст, и цвет у нас будет временно красный. И теперь задача. Нужно сделать счетчик. Для этого нам нужен эффект, ну не совсем эффект, слайдер он называется, слайдер. Слайдер Control. Находим его в панели Effect and Presets и кидаем на наш текст. И теперь у слайдер Controls есть всего лишь один регулятор, вот такой числовой. Но фокус в том, что смотрите, что он делает. Если мы в параметры текста зайдем, в выпадающее меню текст, тут есть Source Text. Зажимаем Alt и кликаем на Source Text. Появляется вот такое вот написание выражения. Писать пока нам ничего не нужно. Мы просто хватаем вот эту улиточку и ведем, вот так вот ее прям ведем к нашему слайдеру и кидаем. И таким вот образом, главное убедитесь, чтобы у вас не был, да, главное, чтобы у вас не стоял капслок нажатый, потому что выбивает такую ошибку. И таким вот образом, теперь, когда мы будем менять параметры слайдера, у нас меняется параметр текста. Как раз то, что нужно. Давайте посмотрим, как нам клиент говорил. Нужно от 7250, поэтому первое значение ставим 7250. Да. И анимировать можно. То есть мы нажимаем на слайдер вот здесь вот на часики. Появляется ключ анимации в самом начале, там, где у нас стоит курсор. Теперь этот курсор вводим конец на 10 секунду. Да, обратите внимание, что мы работаем на 10 секундах. 10 секундах. Если у кого-то сейчас другие параметры, поэтому нажимайте Ctrl-K на клавиатуре. И вот здесь вот вручную ставьте ровно 10 секунд. Даже вот так вот. 10 секунд и 0,0 кадров. Вот, сделайте это, чтобы у вас и у меня было одинаково. Так вот, теперь переходим в самый конец на 10 секунду и смотрим, какое у нас значение должно быть. 9870. Окей, ставим 9870. Бам. Получилось, что у нас ключ появился вот здесь. Давайте проверим. Нажмем U на клавиатуре. И да, действительно видим, что ключ появился в начале, ключ появился в конце, и появилась между ними анимация. Соответственно, такая вот проигрывается. Единственное, видим, что у нас тут не то, что десятитысячные, сотни тысяч, тут какие-то миллионные, видите, у нас туда вот уходит. Нам это не нужно. 100% нам это не нужно. Допустим, я это знаю, как исправить. Может, и вы это знаете. Зайдем в выражение. Давайте 2 раза E на клавиатуре нажимаем, чтобы зайти в параметры выражения. И вот здесь в самом начале начать вводить. Единственное, что вот такое вот выражение. Тут скобочки открываются, тут скобочки закрываются. И таким вот образом мы избавляемся от дроби. Вот уже цифры более красивые. Допустим, мы еще знаем, как дописать вот это вот $, потому что у нас тут в начале должен быть перед счетчиком $. Это тоже довольно-таки легко сделать. Давайте мы это сделаем. Просто нажмем кавычки. В кавычках мы напишем $, а здесь плюсик добавим. Все. Да, получилось. Таким вот образом у нас есть доллары, циферки, четенькие, красивые, но этого недостаточно, потому что клиент просит, чтобы у нас были тысячи отделялись запятыми, плюс у нас были десятки, десятитысячные, и они отделялись точками. Допустим, я этого уже не знаю. Я действительно этого не знаю. Что в таком случае можно сделать? В таком случае мы пойдем к нейросетям. К примеру, я иду в чат GPT, вы можете пойти в Google Veo 3, в DeepSeek,
Grok, возможно, другие какие-то нейросети, которые работают с текстом, и прямо вот накидываю словами, что мне нужно. Я рассказываю ему, что я пишу выражение в After Effects, которое размещено на слой текст, на source text. На слое есть слайдер control, у которого уже есть ключи от 700 250 до 9250. Нужно, чтобы у нас стоял доллар, нужно, чтобы тысячные отделялись запятой, а сотые значения отделялись точкой. Прямо вот как нужно, как я бы объяснял обычному человеку, другому программисту. Никаких сложных промптов, ничего, просто объясняю чату GPT и кидаю. Вот что он нам напишет, он нам быстренько это все написал. Я прям копирую, вот здесь нажимаю копировать, перехожу в программу After Effects и на наш текст кидаю это выражение. Смотрим. Не получилось, выдает ошибку. Такое бывает. В таком случае, если выдает ошибку, мы заходим в выражение, так вот немножко расширим, и просто молча я беру скриншот и отдаю этот скриншот чату GPT. Сейчас посмотрим. Просто никаких слов, ничего. Вот так вот мы ему отдаем. Смотрим. Он нам говорит, что ошибка да есть, и говорит, что нужно поставить вот такую вот часть. Окей. И исправленный нам код сразу же копирует. Дает. Мы его скопировали. Этот код удаляем, этот вставляем, и аллилуйя, у нас получилось. Вот таким вот образом мы написали, такой вот средней сложности выражение с помощью нашего чата GPT. Красавчик. Теперь, я думаю, нижнюю часть текста эту вот можно удалить. Даже нет, стоп, не удаляем. Наверное, чуть-чуть по размеру я его подгоню, чтобы оно было больше похоже. Да, где-то вот так вот. На оригинал, чтобы оно ближе было похоже на оригинал. Масштаб я подгоняю, нажав S на клавиатуре, и, соответственно, выбираю цифренные значения и стрелочками на клавиатуре подгоняю масштаб. А позиционирую, выбираю текст и тоже стрелочками на клавиатуре вверх-вниз, влево-вправо. Красный цвет мы теперь меняем на белый, нижнюю часть текста удаляем. Здесь делаем fit. Да, вроде бы неплохо получилось. Возвращаемся в основную композицию и смотрим, что в основной композиции у нас тоже все получилось. 10 секунд, как просил клиент. Цифренные значения меняются от 7000 с копейками до 9000 с копейками. Так, в конце у нас небольшой какой-то рывочек, поэтому мы тут исправим. Да, четко. Отдаем эту работу клиенту и ждем от него ответ. А пока ждем ответ от клиента, я хочу вам сообщить, что я периодически набираю людей на обучение. Я обучаю программе After Effects, парам-пам, на базе реальных проектов, в основном из зарубежной биржи Fiverr. Также мы изучаем актуальные нейросети, которые нужны в работе для моушн-дизайнера. Также мы изучаем саму платформу Fiverr. Переходите на мой сайт freelster.com, немножко ознакомливайтесь и потом предзаписывайтесь. Для предзаписи нужно подписаться на Telegram-бот. Клиенту в конечном итоге мы отдали отдельно циферки на прозрачном фоне, отдельно на белом фоне телефон, на прозрачном фоне телефон, это мой формат прозрачный, и отдельно вот этот слайд, как смотрит на нас. Вот такие вот варианты мы отдали клиенту. А ответ у нас следующий. Выглядит отлично, Александр. Спасибо. Возможно, в ближайшее будущее у меня появится еще несколько проектов. С удовольствием поработаю над ними с вами. Спасибо клиенту за доверие и за этот проект. Быстренькая такая вот работа. Надеюсь, вам тоже понравилось. Надеюсь, я был полезен. Поставьте лайки, напишите комментарии. Ну и приходите на обучение, если вас это интересует. Буду рад вас видеть. Всем парам-пам.